Почему Чухонка в Колпино есть, а финнов нет? Каждый житель Колпино слышал название Чухонка. Там, где река Ижора разливается и образует Ижорский пруд, на полуострове расположился наш парк культуры и отдыха под таким неофициальным названием. Чухна или чухонцы – старинное название прибалтийско-финских народов, проживавших в новгородских землях. Но вот Чухонка в Колпино есть, а финнов нет. Почему так получилось? Давайте попробуем разобраться. Сразу хочется сказать, что это не байка, а, к сожалению, очень грустная история. Топоним Чухонка связан с тем, что некогда здесь, с допетровских времен, до первых лет Великой Отечественной войны, на левом берегу Ижоры находились деревни ингерманских финнов. На полуострове, на месте, где сейчас находятся аттракционы парка культуры и отдыха, располагалась деревня Мокколово, а несколько выше по течению – Лангелово. Сейчас на этом месте просто поля. Кстати, на одной из старых карт деревня Лангелово указана на правом берегу Ижоры, но это была непонятная ошибка картографа. Вот это, возможно, бывшая улица деревни Мокколово. К сожалению, фотографии этих деревень и их жителей найти не удалось. Лишь на этой известной всем колпинцам фотографии виднеется вдалеке деревенька Мокколово на месте нынешней Чухонки. Поэтому старые фотоснимки, которые демонстрируются в сюжете, это фотографии типичных деревень ингерманландских финнов и их жителей, по которым можно представить, как могли выглядеть исчезнувшие поселения и их обитатели. Эти фотографии собраны Центром коренных народов Ленинградской области. В советское время здесь была финская школа, жители деревень работали на Ижорском заводе, в общем, вели обычную жизнь советского человека. После Великой Отечественной войны официальная история Мокколова и Лангелова заканчивается, точнее, она просто умалчивается. После захвата гитлеровскими войсками села Ям-Ижора линия фронта очень близко подобралась к деревням. Оборонительные сооружения на подступах Колпино прошли непосредственно по территории деревни Лангелова, и ее жители перебрались в дома жителей Мокколова, а потом уже в сам город Колпино. Они так же, как и все ленинградцы, защищали город, страдали от голода, попадали под бомбежки. Можно только представить, какой ад творился там под перекрестным огнем противоборствующих сторон. Дома, которые не разрушила бомбежка, были разобраны на постройки дотов и блиндажей. Но в соответствии с приказом от 30 августа 1941 года началась принудительная эвакуация лиц немецкой и финской национальности, проживавших в Ленинградской области. Для жителей Мокколова и Лангелова этот кошмар начался весной 1942 года. По дороге жизни жители деревень были переселены в Красноярский и Алтайские края, Новосибирскую и Омскую области. В то время это были голые местности, удаленные от каких-либо населенных пунктов. Многие оказались на берегу Северного Ледовитого океана в обычной палатке. Их эвакуировали в ночное время. Брать с собой вещи не разрешалось, только самое необходимое типа сменного белья. Когда их вывозили, обещали, что ненадолго, что они скоро вернутся. Но вернуться они не смогли. Осенью 1945 года вышел указ, запрещающий финнам возвращаться в Ленинград и область. Плюс была еще такая статья номер 38 положения о паспортной системе, согласно которой прямо в паспорт ставился штамп, а это означало ограничение на место проживания, на учебу, на работу. После войны выжившим депортированным финнам и немцам вернуться не разрешали вплоть до 1956 года. Статью убрали из паспорта после смерти Сталина. Но к тому времени от финских деревень Мокколова и Лангелова не осталось ничего. В чем была вина жителей этих деревень перед советской властью? Ведь они были советские граждане, честно работавшие на победу, настоящие патриоты своей родины Советского Союза. Никакой вины, конечно, не было, но по сей день эта трагическая страница колпинской истории никаким образом не отмечена. Они не рассказывают в школах, и даже никакой памятной таблички нигде не установлено. Кажется, что со временем все-таки историческая справедливость будет восстановлена. Ну а пока у нас осталось название парка Чухонка, улицы Лангеловская и Мокколовская в Новой Ижоре. Ну и еще напоминает о нашей истории традиционный августовский музыкальный фестиваль ингерманландский хоровод. Да, это грустная история, но знать про нее необходимо. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и смотрите наши предыдущие серии.